Вторая неделя февраля позади. Приветствую всех. Это Руслан Евиев с очередной сводкой с войны. Есть парочка интересных новостей с фронта. Я сразу начну с Купянского направления. За него отвечает группировка войск «Запад», командующий которой является генерал Сергей Кузовлев. Эта группировка войск сейчас впереди всех остальных по масштабу вранья. Кузовлев еще в конце прошлого года не постеснялся лично заявить Путину, что Купянск полностью захвачен. А с тех пор они уже заявили ряд и других населенных пунктов на восточном берегу реки Оскол. Песчаное, Подолы, Купенск-Узловой и Глушковка. С января такой масштаб наглого вранья высмеивают даже Z-блогеры. Сама группировка войск, похоже, что отчаянно пытается привести реальное положение дел в соответствии с заявленным. За все это время, с начала года, мы видели несколько попыток послать штурмовиков с российскими флагами в Купенск-Узловой, чтобы они там помахали беспилотнику, и это можно было бы предъявить как доказательство, что поселок захвачен. В итоге эти штурмовики попали в плен. Были публикации постановочных видео, где российский солдат снимает себя и говорит, что он якобы сейчас идет по улице в Купенск-Узловом. При этом снимал он себя так, чтобы в кадр попадало в основном небо, а не окружающее пространство. И тем самым его невозможно было геолоцировать. Была в начале года переброска дополнительных сил на это направление из состава 1-й танковой армии, но все тщетно. Также не удается пробить коридор до оставшихся в центре Купенска российских солдат, которые оказались в осаде. И вот сейчас они пытаются атаковать украинские позиции по направлению на Купенск. В понедельник была довольно-таки значительная по нынешним меркам атака с применением множества единиц техники. Атака была пресечена ударами украинских беспилотников. По кадрам последствий этих ударов мы видим потерю как минимум 2 военных гусеничных вездеходов МТ-ЛБ, 11 квадроциклов и 2 багги. Также заявляется, что в ходе предпринятой атаки погибли 17 российских солдат, а также еще 4 были ранены. Z-военкор Романов пишет, что в зону ответственности группировки войск «Запад» прибыла проверяющая комиссия от Генштаба. Казалось бы, довольно-таки логичный шаг, учитывая, что о масштабе вранья этой группировки много пишет даже Z-общественность. И в случае военных ведомств большинства других стран мы бы, наверное, уже читали новости о том, как командующий группировкой как минимум снят со своей должности, а может даже и предстал перед трибуналом. Ведь такой уровень вранья вызывает и дополнительные потери среди солдат, особенно когда им приходится быстро догонять заявленное. Но поскольку мы с вами говорим про российское Минобороны, то ничего подобного мы сейчас не видим. Небось, накрыли поляну проверяющим, сводили в баньку попариться и навешали им лапши на уши всякой. Сообщение комиссии было еще в понедельник, а результата никакого не видно. На Славянско-Краматорском направлении российские войска понемногу продвигаются. В основном в районе населенных пунктов Закотное, Никифоровка и Приволье. Как мы ожидаем, это будет главным направлением боевых действий в этом году. На Покровском направлении украинский мониторинговый проект Deep State продолжает закрашивать красным остающиеся кусочки города Покровска. Хотя, как я и сказал еще в конце прошлого года, де-факто он все потерян. Вроде бы на этом YouTube-канале я не упоминал еще материал издания «Украинская правда», который вышел примерно 2 недели назад. В нем цитировались украинские военные, которые говорили, что российские войска развернули на Покровско-Мирноградском направлении артиллерию уже. И мы уже видели, как российские военные заводили в Покровск различную технику, видели танки, видели, как они катаются на трофейных бронетранспортерах М113. А вот теперь появилось видео с самоходной артиллерийской минометной установкой «Нона» в городе. Это подтверждает то, о чем говорили украинские военные. Мы в своей работе часто используем данные французского исследователя Клемана Малена. Его работа заключается в том, что он каждый день изучает новые спутниковые снимки вдоль всей линии фронта и выявляет на них новые следы, отметки попадания снарядов артиллерии и авиабомб. Эти отметки он наносит на карту, и поскольку она регулярно обновляется, получается такое хорошее представление о том, какие участки фронта являются приоритетными и самыми горячими, как меняется положение сил, какая сторона и куда продвигается. Так вот, согласно его данным, судя по отметкам прилетов той самой артиллерии, Покровское направление остается одним из 2 главных, наряду с Гуляйпольским. Видно, что российские войска активно пытаются оттеснить украинские силы как можно дальше от города Покровска. Пытаются атаковать по направлению на Доброполье. Если им удастся достигнуть поставленной задачи, то это превратит Покровск в российский тыл, даст им возможность в большем масштабе размещать там артиллерию, подразделения операторов беспилотников и командные штабы. И вот теперь давайте поговорим про Запорожскую область, Гуляйпольское направление.
Это направление стало главной фронтовой новостью недели. Все пишут про украинское контрнаступление. Максим спрашивает меня, будет ли это в сводке и что там на самом деле происходит. Ну что ж, давайте разберемся. Все началось ровно неделю назад, когда я записывал свою очередную сводку для этого YouTube-канала. Сначала это были контратаки украинских сил на российские позиции в районе Терноватого. Причем это были атаки с применением бронетехники, а не просто отдельной группы пехоты. По времени это совпало с началом работы белых списков компании SpaceX, в соответствии с которыми были заблокированы российские терминалы Starlink. По горячим следам многие украинские телеграм-каналы тогда писали, что подразделения штурмовых войск Украины пытаются воспользоваться ситуацией, связанной с потерей старлинков российской армии. И поскольку нечасто можно увидеть такие атаки с применением целых колонн бронетехники, это увязали с недавними комментариями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что на гуляй-польском направлении ситуация вскоре радикально поменяется. Отсюда и понеслись все вот эти сообщения в духе «Ого! Контрнаступление!». Украинский мониторинговый проект Deep State, который, судя по их комментариям, близок к командованию штурмовых войск Украины, отрицает, что это контрнаступление, и предпочитает использовать в своих публикациях термин «зачистка». Впрочем, такое отрицание может быть частью плана, информационного прикрытия хода операции. К середине недели о происходящем высказался украинский обозреватель Константин Мышевец, который с оговорками, что верифицированной информации нету, предположил, что это все же контратакующие действия ВСУ ограниченного характера, направленные на ликвидацию проникших групп российских штурмовиков, то есть не контрнаступление. В дальнейших публикациях на этой неделе он продолжает это называть контратакующими действиями. И здесь важно понимать, почему эксперты стараются так аккуратно использовать термины. Потому что когда говорят о контрнаступлении, то речь идет о сильно большем масштабе боевых действий, с гораздо большим количеством привлеченных сил. Украинская операция лета 2023 года на запорожском направлении – это вот классический пример контрнаступления. И вот такого контрнаступления сейчас действительно нету. Мы с этим согласны. Так что, если вы хотите короткий ответ на вопрос, идет ли сейчас контрнаступление ВСУ, то мы отвечаем «нет, не идет». Но мы при этом не готовы назвать происходящее просто зачисткой или просто контратаками. Заметно, что украинские войска усилили сейчас это направление. В район Гуляй-Поля перебросили, например, элитный 475-й штурмовой полк, который до этого воевал на Купинском направлении и принимал непосредственное участие в атаке на российские позиции в Купинске. Сейчас они публикуют кадры, как наносят удары по российским тылам на Гуляй-Польском направлении, в том числе по позициям подразделения «Рубикон». Также сюда перебросили элитную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, воевавшую в Донецкой области. В начале недели появились кадры с танками «Абрамс». Судя по всему, переброшена и одна из артиллерийских бригад, входящих в состав штурмовых войск, потому что мы видим кадры поражения самоходной артиллерийской установки «Сазар», которая есть далеко не у всех. Упомянутый мною Климан Мален также отмечает, что, судя по следам артиллерийских ударов, это второе важнейшее направление боевых действий. И не только для России, но и для Украины. Он отмечает, что в последние пару недель украинская артиллерия начала особенно активно бить по ближним российским тылам здесь. Что еще важно, часть переброшенных подразделений были сняты с Покровского направления. Вот вы бы стали снимать элитные подразделения с важнейшего направления фронта ради просто зачистки? Мы считаем, что мы с вами наблюдаем не контрнаступление, но наступательную операцию оперативно-тактического масштаба. То есть это не просто позиционные контратаки. Это что-то вроде Купинского направления образца конца 2025 года. Приведет ли это к успеху украинских сил, как это было под Купинском? Совершенно иной вопрос. Это предсказать мы не можем, конечно. Но ставка сделана большая, судя по всему. Что касается влияния блокировок Старлинков и Телеграма на ход фронтовых событий, то оно есть, наверняка, но крайне ограниченное и очень местечковое. Кто-то где-то из-за этого не успевает вовремя передать координаты целей, сообщить о перемещении каких-то сил, но к какому-то крупному краху это не приводит. Я вот помню, как где-то пару лет назад была первая история с блокировкой Discord, которая активно использовался российскими войсками для управления ходом боевых действий. Тогда тоже военные чертыхались, крыли трехэтажным матом всю российскую власть, но к провалам на линии фронта это не привело. С момента появления белых списков терминалов Starlink начали появляться сообщения о способах обхода этих ограничений. Многие пишут о том, что российские военные используют подставных лиц, украинских граждан для регистрации российских старлинков в центрах предоставления административных услуг. Это что-то вроде российских МФЦ. Кто-то из этих граждан является сторонником Путина. Кого-то просто привлекают деньгами,
Но также есть сообщения и о шантаже родственников украинских военнопленных. Им пишут люди с России и угрожают, что если они не зарегистрируют серийника российского Старлинка в белом списке, то их родственнику, находящемуся в российском плену, будет плохо. Советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескреснов, приводит прям подборку стоп-кадров из видеозаписей с украинских беспилотников, на которых запечатлены первые тарелки спутникового интернета, которые начали появляться у российской стороны в качестве альтернативы Старлинкам. Это все российские аналоги, хотя аналогами назвать их сложно. Даже у Европы сейчас нет своего аналога и конкурента Старлинкам. И у Китая тоже нету. Ближайший конкурент Старлинку, который в скором времени появится, тоже американский. Это Amazon Leo. Так что все эти отечественные аналоги, которые мы видим на фронте, жуткий костыль. Я бы на месте военных даже не пытался поднять это дело. Затея гиблая. Уж проще пытаться словить где-то сигнал мобильной связи в ближних тылах, даже с учетом повсеместного распространения глушилок. Такая не самая крупная наступательная операция, как происходит сейчас в Запорожском направлении, как видите, вызывает много обсуждений, вопросов и эфиров в СМИ. Потому что последние 2 года каких-то крупных прорывов, наступлений в этой войне не было. Интерес общества к этой войне также угасает. И Максим тоже мне говорит, мол, вот, сводки очень мало просмотров набирают. И кто-то из вас скажет, что это потому, что у меня дикция ужасная. Отчасти я с вами соглашусь. Но также я поизучал ситуацию и вижу, что у многих сейчас статистика по роликам, связанным с войной, падает. Ровно потому, что ничего крупного не происходит, а общество устало от войны. И как мне кажется, у многих это может создать обманчивое впечатление, что раз ничего крупного не происходит, то и самые кровавые времена остались позади, где-то в 2022 году. Цифры же показывают, что это не так. Совместно с нашими волонтерами мы подготовили большое исследование о потерях среди мирного населения по обе стороны от линии фронта за весь 2025 год. И хочу сразу выразить огромную благодарность нашим волонтерам, потому что если бы не они, то возможности проводить такие важные исследования у нас бы не было. И благодарю всех тех, кто нас поддерживает, что позволяет нам развиваться и заниматься такой важной работой. Согласно нашим данным, прошлый 25 год стал самым кровавым по потерям среди мирного населения после 22 года. Этот момент я хочу особо подчеркнуть, потому что я заметил в комментариях, как некоторые люди начали нам писать: «А как же осада Мариуполя? Там много мирных людей погибло». Осада Мариуполя была в 22 году, когда у нас еще не было таких прекрасных волонтеров, и мы подсчеты не вели. Мы отдельно подчеркиваем в нашем материале, что 25-й самый кровавый после 22-го. Так вот, несмотря на то, что война ползучая и велотекущая, потери растут очень быстро. Во многом они выросли из-за широкого распространения беспилотников. И вот один из важнейших выводов нашего исследования, что за 25 год от беспилотников погибло и пострадало больше мирных людей, чем от всех других типов оружия вместе взятых. Больше, чем от авиабомб, ракет и артиллерии. Это несколько контринтуитивно, потому что если вспомнить самые кровавые удары, например, удар по жилым домам в Тернополе, где погибло 38 человек, или удар по Конгресс-центру и зданию университета в Сумах, где погибло 35 человек, или удар по детской площадке в Кривом Роге, где погибло 20 человек. Все это ракетные удары. Но прилеты беспилотников настолько частое и постоянное явление, что от них погибает и получает ранения сильно большее количество людей. И это при том, что по идее беспилотники – высокоточное оружие. Даже те же шахеды в варианте без управления оператором тоже являются высокоточными. Это вам не свободно падающие авиабомбы, это не какие-то старые советские ракеты с коэффициентом вероятного отклонения в полкилометра. Они могут прилетать в точно прописанные координаты, тем самым минимизируя потери среди мирного населения. А по факту мы видим ровно обратное. Потому что важно не только то, насколько точным является оружие, но и кто его направляет. И в этом плане мы видим системность с российской стороны. Как минимум пренебрежение правилами ведения войны и халатность, а как максимум преднамеренные военные преступления. После Второй мировой войны мировое сообщество договорилось, что наверняка будут еще войны в мире. Но давайте хотя бы условимся, что если мы воюем, то так, чтобы стараться избегать жертв среди мирного населения. Поэтому и было придумано международное гуманитарное право, правила ведения войны. В странах с развитой демократией и независимой прессой, которые не выгоняют из страны, не признают иноагентами и нежелательными организациями, не блокируют, это вынуждает военных стараться соблюдать все эти конвенции. А вскрывшиеся военные преступления оборачиваются огромными политическими скандалами. Вспомните один из первых громких кейсов WikiLeaks.
Они публиковали видео, как американский вертолет «Апач» в Багдаде атаковал гражданских, которые, к тому же, оказались журналистами агентства Рейтер. И это привело к огромному скандалу. Такое давление стимулирует военных создавать более высокоточное оружие, которое не только умеет не промахиваться, но и при этом старается не навредить людям, случайно оказавшимся рядом. Я помню, как мы в 2015 и 2016 годах активно занимались изучением войны в Сирии. На слуху у всех военных аналитиков была «Ниндзя-ракета». Это секретная американская ракета Hellfire R9X, которая применяется в операциях ЦРУ. Ее прозвали «Ниндзя-ракетой», потому что у нее нет взрывающейся боевой части. Вместо этого, подлетая к цели, она выпускает из себя 6 лезвий мечей и просто разрубает цель на куски. Каждый раз последствия от ударов таких ракет выглядели очень впечатляюще. Смотришь видео очевидцев из Сирии, которые снимают стоящую на дороге Hyundai Santa Fe, и вроде бы ничего необычного по ней незаметно. Абсолютно целая машина. Но когда они подходят ближе и снимают немного сверху, вот тогда уже замечаешь, что в крышу машины огромная зияющая дыра, разрезанная как будто бы мечами. А в салоне автомобиля порубленный на кусочки очередной главарь какой-нибудь террористической группировки. Считается, что эта ракета настолько высокоточная и безопасная для окружающих, что при такой атаке, скорее всего, даже не пострадает человек, который может сидеть на соседнем от цели сиденье. Я скажу вам такую вещь, которая может показаться странной, особенно на фоне нашего доклада. Международное гуманитарное право, на котором принято сейчас смеяться и издеваться, отчасти работает. Далеко не в той степени, как хотелось бы, но какое-то влияние оно оказывает. Это заставляет даже военных преступников из авторитарных режимов как-то оправдываться, в чем-то ограничивать себя и так далее. Особенно, когда мы говорим про те политические режимы, которые пытаются прикидываться демократией. Диктаторы обмана, как это называл Сергей Гуриев. И путинский режим, безусловно, один из таких. Опять же, возвращаясь к 2015 году, я помню, как мы сделали большое расследование о том, что российская авиация применяет в Сирии кассетные авиабомбы, которые во многих странах запрещены. Важный момент заключается в том, что Россия не присоединялась к конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Поэтому сам по себе факт их наличия и использования, по крайней мере, если они используются по военным целям, не является нарушением чего-либо. Тем не менее, сразу после нашего расследования возникла острая реакция от Минобороны России, которая начала категорически отрицать не только применение кассетных авиабомб, но и в принципе наличие такого типа оружия на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. То есть вот, видите, им приходилось оправдываться. То же самое касается и нынешней российско-украинской войны. Российская власть очень остро воспринимает все обвинения в военных преступлениях, расстрелах и так далее. Это не останавливает ее от осуществления таких действий, но мне кажется, что без международного гуманитарного права и без попыток притвориться демократией масштаб этой крови был бы еще больше. Я также вернусь к тому, с чего начал эту тему. Что из-за того, что война вялотекущая, позиционная, многим может показаться, что сейчас крови проливается меньше, и постепенно все замедляется. 25-й год рекордный после 22-го не только по потерям среди гражданских, но и по количеству убитых военных тоже. Окончательной цифры еще нету, и потребуется еще много месяцев для подсчетов. Но мы явно можем говорить о более чем 100 тысячах убитых солдат только за один год. За все же время войны погибло далеко за 350 тысяч военных. И вся эта тенденция, как по гражданским, так и по военным, сохраняется, продолжается. Так что нынешний 26-й год имеет все шансы побить по рекордам предыдущий. Хотя, опять-таки, каких-то крупных прорывов на линии фронта мы в этом году не ожидаем. Мне кажется, обо всем этом очень важно говорить, даже несмотря на то, что многие отмахиваются в духе «да ты достал уже со своей войной». Это важно и потому, что такие материалы помогают будущим судам. Например, когда однажды на скамье подсудимых окажется командование группировки войск Днепр, отвечающее за Херсонское направление, они уже не смогут так просто заявить: «Да мы не знали, что наши дроноводы специально, прицельно убивали гражданских в Херсоне. Мы не занимались постановкой таких задач. Вон, ловите командира батальона, спрашивайте с него». И вот в нашем исследовании мы показываем, на Херсонском направлении в течение 25 года менялись подразделения. А вот практика сафари на людей никуда не исчезла. Так что, как минимум, на уровне командования группировки войск Днепр существует потворствование или прямой приказ на осуществление такой практики. В конце скажу, что, чтобы продолжать всю эту работу, нам нужна ваша помощь, все ссылки на которую вы найдете в описании. Ну а так, мы встретимся с вами уже через неделю в новой сводке. Пока!